Франция называет Россию угрозой и признает, что в одиночку не справится в случае масштабной войны, когда, по данным Парижа, французы столкнутся с россиянами. Детективы Национального антикоррупционного бюро не простят Зеленскому унижения. Как собираются действовать после скандального законопроекта о НАБУ и САП? Путин готов к капитуляции Украины. Резкий ответ Трампу и признание Лукашенко. Как ответил Зеленский и куда США после заявлений из Москвы начали внезапную переброску войск? Поход российской армии на Киев. В украинской столице заявили о возможном приближении сил ВС РФ к центру страны уже этой зимой. Как это возможно? Токаев отдает приказ на укрепление армии, делает ставку на ПВО и беспилотники. Литва вызывает представителей Беларуси на ковер, а в РФ и Украине громкие коррупционные скандалы на миллионы долларов. Задержаны депутаты и чиновники Минобороны. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Париж назвал Россию реальной угрозой. Уже через 5 лет Москва восстановит армию до уровня, позволяющего угрожать странам Запада. Так считает начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхарт. В интервью The Economist французский генерал заявил, что ВС РФ набираются боевого опыта в Украине, быстро перевооружаются и в случае глобального конфликта готовы продержаться дольше любого европейского государства. Франция – ядерная держава, но в одиночку не справится, говорится в материале. Буркхарт уверен, что США не покинут Европу полностью, но сократят свое военное присутствие. Уроки Украины не оставляют сомнений. Поле боя стало прозрачным, уверяет начальник французского генштаба. Франция возобновила производство крылатых ракет «Скальп», но дешевые боеприпасы также важны, чтобы изматывать врага. Буркхарт говорит, что сейчас тактика и организация важнее, чем само наличие технологий. У всех есть дроны, но победит тот, кто научится их эффективно комбинировать на суше, в воздухе и на море. После 4 лет руководства вооруженными силами Франции генерал Буркхарт покинет свой пост 1 сентября. В 2021 году, еще до вторжения России в Украину, он заявил в интервью этому изданию, что Европа должна готовиться к войне высокой интенсивности. Сегодня он предупреждает, что боевой опыт России, ее огромная численность и способность выносливости делают ее опасной. В конфликте российский народ всегда продержится на 5 минут дольше, чем мы. В то же время Корея, Южная, отправляет свои танки на восточный фланг НАТО, ближе к Украине, в Польшу, но в рамках масштабного контракта между Сеулом и Варшавой. Документ на миллиарды ради поставок 180 южнокорейских танков К-2 был подписан накануне. При этом 61 танк будет полностью изготовлен в Польше. В Минобороны страны заявили, что это новый шаг к укреплению обороноспособности Польши в условиях возможной войны между РФ и НАТО. Отмечу, что Москва неоднократно отвергала заявления западных политиков о готовящемся нападении на страны Североатлантического альянса. Не было бы то możliwe, gdyby nie strategiczne partnerstwo. Стратегическое партнерство, которое мы установили с Кореей, касается не только закупки оборудования, хотя многое из этого оборудования уже используется в Польше, но также гарантии взаимных отношений. Сегодня у меня была возможность поговорить с министром, который занял свой пост несколько недель назад и совершает свой первый визит в Польшу. Он сказал, что Республика Корея окажет всю возможную поддержку Польше, если такая необходимость возникнет. Провалом для украинского правительства обернулась попытка Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро и представителей специализированной антикоррупционной прокуратуры. Западная пресса продолжает писать о ситуации, сложившейся в Украине в июле со скандальным законопроектом, который подписал Зеленский и тем самым лишил независимости НАБУ и САП. The Economist пишет, что действия Зеленского, а в частности возвращение независимости антикоррупционным органам, это откат и явная победа украинской демократии. Авторы материала уточняют, жесткая позиция европейских партнеров сыграла решающую роль. Это была цитата. Однако восстановление юридической независимости антикоррупционных органов не решает более глубоких проблем, которые привели к кризису. Среди них стремление власти защищать своих людей любой ценой и гиперцентрализованный стиль управления, говорится в материале. Кроме того, сотрудники НАБУ, которых недавно обыскивали и обвиняли вплоть до работы на Россию, считают себя публично униженными. По словам источников, они не простят этого давления и теперь, действуя строго в рамках закона, будут идти до конца. Расследование против украинской власти продолжится. До принятия скандального закона НАБУ расследовало дела не только против высокопоставленных чиновников, но и против десятков депутатов.
Некоторые из них не видели конфликта интересов в голосовании за закон, фактически парализующие органы, которые их же и расследуют. По словам источника, близкого к НАБУ, многие детективы возмущены попыткой выставить их шпионами или преступниками. Их публично унизил офис президента, говорит источник. Детективы будут работать строго по закону, но теперь они не отступят ни на шаг. Все изменилось. Российские войска вновь могут подойти к Киеву. Такое громкое заявление принадлежит украинскому волонтеру, руководителю Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской. Она раскритиковала политические дрязги вокруг НАБУ и САП, заявив, что сами себе проблемы создали и сами же их героически решили. Кроме того, намекнула, что у украинской власти нет культуры достойно признавать ошибки. При этом Берлинская посчитала приблизительные потери Украины убитыми, ранеными, а также учла количество тех, кто самовольно оставляет части, и уверяет, что по ее подсчетам речь идет о минус 150 тысячах личного состава в год. В то же время акцентировала внимание, что у россиян такой проблемы нет, а поэтому перспектива нового похода войск Москвы на Киев не туманна. Пока мы подсчитываем, сколько депутатов меняют позиции за неделю, пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг снова будет стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может случиться уже этой зимой. А Путин при этом намекает, войска идут вперед. Накануне он впервые ответил Трампу, заявил, разочарование – это причина избыточных ожиданий, намекая, что это американский президент себе что-то придумал, а потом расстроился, что все идет не по его плану. При этом прямо на ультиматум американского президента так и не отреагировал. Эта тема не была затронута. Однако Зеленскому поставлены все те же самые условия, что и год назад. Вывод ВСУ из украинских областей, отказ от НАТО. Эти требования Украина называла капитуляцией и уже давала неоднократно ответ – выполнять не будут. Эти условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис. При этом, как уверяет Путин, он готов к переговорам. В то же время пресса обсуждает заявление Лукашенко, который сказал, что Россия захватывает территории. К тому же Лукашенко дал совет Зеленскому. Украина сегодня бегом должна просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через несколько, месяц, полтора-два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут, да. Наше. Вот, поэтому надо договариваться. Зеленский при этом опровергает слова Лукашенко. В последние месяцы он не отказывался от переговоров с Путиным, а наоборот их активно предлагал. В Киеве заявили, что Зеленский готов к встрече на уровне лидеров, ждет лишь готовности Москвы. Мы слышим заявления из России. И если это сигнал об их серьезной готовности достойно завершить войну и установить действительно прочный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочить санкции, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время. Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. 5 месяцев до завершения войны. В украинском МИДе говорят, что цель Киева – закончить боевые действия в 2025-м. При этом министр Сибига уверен, что заключение мира в интересах не только Украины. Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру. А Трамп, который называл игнорирование его ультиматума Путиным позором, вероятно, активно следил за заявлениями представителей Минска и Москвы. После пресс-конференции Путина и Лукашенко в Белом доме озвучили потери России. Уверяют, что с начала года армия РФ потеряла 112 500 своих солдат, а Украина при этом лишь 8 тысяч. Войну Трамп назвал войной Байдена, а после и вовсе заявил о переброске войск США, в частности 2 атомных подводных лодок.
Таким стал его ответ на ядерные угрозы со стороны Медведева, который на этой неделе заявлял о готовности России к войне с США. Да, мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожны. Была озвучена угроза, и мы посчитали ее неприемлемой. Поэтому я должен действовать с особой осторожностью. Я сделал это ради безопасности нашего народа. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наш народ. Россия при этом готовит ответный удар для США. Рейтер пишет, что требование президента Америки к Индии прекратить импорт российской нефти может поставить под угрозу многомиллиардные доходы Москвы. В частности, Кремль отдаст приказ остановить работу крупного трубопровода. Это приведет к росту цен на нефть. Аналитики из JP Morgan на этой неделе заявили, что российский экспорт через Индию настолько важен для Кремля, что его прекращение может вызвать ответную реакцию – закрытие трубопровода КТК из Казахстана, где крупные доли принадлежат американским гигантам Chevron и Exxon. Итак, друзья, что думаете о таком развитии событий и заявлениях сторон, а также о перепалке между Трампом и Медведевым, которая длится уже неделю? Напишите свой ответ в комментариях. Если не сложно, как всегда, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться. А я продолжаю. Беспилотник, залетевший из Беларуси в Литву, упал на военном полигоне. Его искали целых 5 дней. Как оказалось, он рухнул в 100 километрах от литовско-белорусской границы на Гайжунай. В Минобороны Литвы теперь заявляют, необходимо понять, чей БПЛА. Но предварительно это вновь российская Гербера. Беспилотник, предназначенный для дезориентации ПВО. Именно Герберу, которая внешне напоминает ударный дрон «Шахед» или «Герань-2», РФ массово использует в Украине. По предварительным данным, это Гербера. Однако информация будет уточнена, так как аппарат был замечен во время поисковой операции с использованием дрона. Будет проверено, представляет ли он опасность, после чего последуют те же действия, что и в случае с первой Герберой в начале июля. Беспилотники РФ, как вы помните, уже залетали в воздушное пространство стран Балтии. Из-за недавнего инцидента Литва требует от Беларуси объяснений. В МИД Литвы сообщили, что вызвали в министерство представителя белорусского посольства, которому вручили ноту. Далее цитата. «С выражением решительного протеста в связи с незаконным вторжением беспилотного летательного аппарата из Беларуси в воздушное пространство Литвы 28 июля». В литовском МИДе ждут ответа от Минска. Казахстан делает ставку на ПВО и войска БПЛА. Астана требует нарастить боевой потенциал страны. Накануне министр обороны страны Даурен Касанов доложил президенту Токаеву о состоянии боеготовности армии. В частности, министр отчитался о выполнении поручений президента. Речь идет о развитии систем ПВО, территориальных подразделений, войск, беспилотников и военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Токаева. Отдельное внимание было уделено размещению гособоронзаказа и мерам по обеспечению безопасности службы. Токаев поручил Касанову усилить работу по снижению числа трагических инцидентов в армии и подчеркнул приоритетность наращивания боевого потенциала вооруженных сил Казахстана. Богатый, бедный российский мэр. Бедный, потому что теряет все. У бывшего главы небольшого российского города Вологда и экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова обнаружили многомиллионное состояние. Генпрокуратура РФ требует все конфисковать. Более года назад политика задержали по делу о взятке, а после выяснилось, у Шулепова 10 квартир и домов, 12 участков, 22 нежилых помещения, в том числе в Москве и Сочи, дорогие иномарки и квадроцикл. Всплыл даже катер. На счетах экс-мэра следователи обнаружили более 70 миллионов рублей. Еще несколько десятков тысяч в валюте Шулепов хранил в сейфе. С 2003 года предприимчивый политик не только сидел в креслах депутата и мэра, он еще успевал вести бизнес. Правда, формально компании записывались на доверенных лиц, жену, детей и других родственников. Шулепов, по версии следствия, помогал своим фирмам получать выгодные подряды, скупал по дешевке недвижимость и переписывал ее на родню. Задержанный говорит, что он не коррупционер. В 2024 году, когда проводили обыски, он назвал обвинения смешными и нелепыми. Напомню, меньше недели назад суд вынес вердикт по похожему коррупционному делу и конфисковал у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева более 800 объектов недвижимости. Сидя в мэрском кресле, Николаев незаконно, но поначалу вполне успешно прокручивал свои бизнес-дела. Среди конфискованных объектов комплексы санатория Амурский залив и апарт-отель Магнум, а также 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения общей стоимостью в 7,5 миллиардов рублей.
Скандал в тылу. В Украине заявляют о раскрытии масштабной коррупционной схемы с растратой более 1 миллиарда гривен, выделенных на питание для ВСУ в 2022 году. И в центре этого оборота на практически 24 миллиона долларов бывший чиновник Минобороны, который кормил армию по завышенным ценам. Он заключил договор с частной компанией, которая намеренно завысила цены на 41%, а прайс на доставку, внимание, на 221%. Контракт с нужной частной фирмой был заключен весной 2022 года, как раз во время начала большой войны в Украине. Бывшему чиновнику уже сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Итак, друзья, опять коррупционные скандалы, опять многомиллионная так называемая прибыль, наказание при этом, срок и конфискация имущества. Достаточно ли? Как вы считаете? Напишите свой ответ в комментариях под этим видео. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!